Видели? Это Android Auto. Здесь это будет не только Android Auto, это будет еще и CarPlay, потому что у меня есть вот такая вот штука. Вот такая вот штука, которая делает и из проводного Android Auto, и из проводного Android CarPlay, вернее, из проводного CarPlay Apple. Вот она, пожалуйста. Она делает все это дело беспроводным. Привет, друзья! Технозон на связи. Классный новый USB адаптер. И знаете, чем он классный? Потому что это беспроводной адаптер, который стоит там сколько? 15-16 долларов. Хотя это мы сейчас с вами перейдем в студию, посмотрим, сколько он стоит и что нам заявляется производитель. Но то, что это крутая штука, адаптер, который делает конкретно прямой проброс CarPlay или прямой проброс Android Auto, это факт. Наша задача сегодня подключить, потестировать и посмотреть, насколько это годная тема. Давайте, на канале Технозон, поехали. Опа! AKI, Wired to Wireless, это называется проводной в беспроводное, ну, само собой, беспроводной CarPlay. Видите, у нас и CarPlay, и Android Auto. Вот такая вот штучка. Сейчас посмотрим. Мы раньше видели, ну, про его цену вы уже видели. А ну смотрим, как он выглядит. Все очень просто. Маленький. Я думал, он будет больше. Слушай. Я думаю, он будет больше. Есть вот такой вот короткий адаптер. Видите, два кабеля. Очень хороших, кстати, кабеля. Два кабеля AKI. Либо Type-C-шечка, либо Type-A-шечка. Но нам понадобится Type-A. Для того, чтобы оценить задержку. Что это? Для охлаждения, наверное. Ну, посмотрим. Давайте, переходим, уже подключаем его. 15 долларов 47 центов. Smart CarPlay A2A iBox. Вот так вот он называется, как-то они его назвали. И что нам декларирует сам производитель. А что они нам пишут? О том, что он не поддерживает BMW машины и... Под Линкольн все подходит. Ладно, давайте смотреть дальше. Вообще, вы это все можете сами прочитать. По ссылке в описании под видео разместил специально для вас. Еще если там промокоды будут, Леночка вам закинет, да? Какие-то. Но не для всех стран, сразу говорю. Давайте. Очень легко инсталлироваться. 5 ГГц Wi-Fi. Поддерживает Bluetooth 5. Очень хорошо. Plug and Play. Подключаем проводной и делает беспроводной. Хорошо, поддерживает Android Auto. Если моя машина поддерживает CarPlay и Android Auto, это поможет нам переключаться между CarPlay и Android Auto. Да ладно, слушайте. Что, можно из Android Auto CarPlay делать? Ну, сейчас проверим. Если это так, то это вообще топ. Если не так, я не обещаю. Я вот сейчас должен сам увидеть своими глазами. Проводной CarPlay, он имеет сквозной проброс CarPlay, я так понимаю. CarPlay на CarPlay, Android Auto на Android Auto. Тоже надо... О, слушайте, это вообще топ. CarPlay на CarPlay, Android Auto на Android Auto. Прикол. Прикол. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Ну, видите, тут для iPhone Wireless CarPlay, Wireless Android Auto, какие приложения поддерживаются. Ну, хотя приложений на текущий момент намного больше. Нам главное посмотреть, как он взаимодействует со смартфоном. И поддерживается, смотрите, какими машинами. 98% поддерживается. Так, меня интересует Audi, Porsche меня интересует, Ford интересует. Honda, Mazda не использую, Hyundai не использую, Toyota не люблю, Nissan не люблю, Шкода была когда-то, не понравилась. Ну, BMW не все, но тут я так понимаю, что надо спрашивать. Линкольна нету, но Линкольн жрет все. Ну, Линкольн это фордовская система. Оригинальные кар-функции поддерживает, то есть он должен сейчас воспринимать все кнопки. Слушайте, у меня прям руки чешутся. Давайте, побежали сейчас с вами уже его тестировать. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Теперь смотрите, вы все увидели на распаковке, все прекрасно, все отлично. Первое, что я использую, смотрите, конечно, у кого впереди USB будет вот таким вот образом, вы видели там два маленьких кабеля, у меня есть USB еще в подлокотнике, я его сейчас после того, как я его отсниму, я его перемещу сюда на вот этот вот USB, пожалуйста, и будет у меня вообще топ. С чем оно у меня взаимодействует в машине и как оно работает. То есть, если вы подключили CarPlay и подключили первично к нему CarPlay, он перейдет в режим CarPlay. Если подключаете Android Auto, то оно перейдет в режим Android Auto. Оно не будет работать Android Auto через CarPlay эмуляцию. Нет, здесь прямой режим, и это очень классно. Музыка, да, пожалуйста, он работает, слушайте. То есть, все отлично. То есть, это мой клип для того, чтобы там не было никаких притязаний авторских прав. Это песня, которую я исполняю.
Все управляется стандартными кнопками автомобиля. Смотрите, то есть если у меня там что-то проигрывает, давай сделаем потише. Вот, пожалуйста, у нас на экранчике все регулируется. Давайте вперед, назад, пожалуйста, все работает. Выключить звук тоже работает. Вот сейчас включится, да, мы можем, все регулируется. Голосовой помощник мы можем зажать. Какая погода сегодня в Запорожье? В Запорожье сегодня дождь. От 5 до 6 градусов. Ну Сейчас да, 6 дождь, градусов, конечно. облачно. Дождь, но это не мы виноваты. Прогнозы погоды не мы делаем. Полностью совместим с этими органами управления, которые есть у вас в машинах. То есть, если у вас есть какие-то джойстики, какие-то моменты, все полностью совместимо. Также он в полностью автоматическом режиме определяет сигнал, что у нас есть. Он может переходить, это Lincoln у меня, он совместим с Lincoln полностью. Можем переходить в Ford Sync, можем возвращаться в Android Auto вообще беспроблемно. Навигация работает. Потом, что у нас еще? У меня он даже подхватил мой OBD Fusion. То есть у меня сейчас, смотрите, подключено через мой сканер, который у меня есть, V-Linker. Очень классный сканер, один из лучших. Кстати, закинь, пожалуйста, V-Linker ссылку в описании на AliExpress. Один из лучших сканеров, который в режиме реального времени с Android Auto работает. То есть у меня здесь есть скорость, вращение. Ну, можно там потом поменять в самом этом приложении, если на смартфоне. И можем даже коды ошибок прочитать. У меня, правда, ошибок нет, слава богу. Да, машина хорошо работает, все отлично. То есть OBD Fusion работает. Из приложений, любые коммуникационные приложения, которые у нас есть, видите, у меня тут есть погода, телефончик, конечно же, мы кому-нибудь позвоним. Мы сейчас позвоним, наверное, моей дочке. Давайте там... мы сейчас позвоним моей жене. И это будет такой себе тест микрофона и, конечно же, совместимости с динамиками авто. Юляш, привет, ты на видео, я тестирую автомобильную приблуду, ты меня хорошо слышишь? Все отлично, да? Супер, просто работает. Смотрите, при том, что очень быстро работает. Обычно есть какие-то более дешевые штуки, они тормоза. Здесь, смотрите, абсолютно отлично обрабатывает сигнал со смартфона, потерь практически нет, все плавненько, видите? То есть у меня других вопросов нет. Есть Viber, есть Телеграмчик. Конечно, они работают в каком-то голосовом режиме. Даже есть у нас Game Snacks, игры Diamond Rush. Лиса, ты давно играла в игры на Android Auto? Да, Вообще? никогда. Никогда. Ну давай, tap to continue. Ого, ты поняла? Тут графика, звук какой, ты посмотри. Да. Ничего себе, мои любимые тип игр. Да ладно. Смотри, вот так вот раз. Оба. И такой сидишь, короче, раз, и в игрушечки играешь. Нифига себе, БМВ промчалась рядом. Я чуть тут кирпичей не навалял. Короче, все классно работает. Я думаю, что один из интересных вариантов именно за такую цену. Что нам еще здесь проверять? Карты работают, навигация работает. Можем задать там куда-нибудь поездку, пожалуйста. Все абсолютно идеально. Так, у нас еще один тест на холодный старт. Так, это закрываем. На холодный старт. Давайте, для того, чтобы холодный старт проверить, покажи сюда. Мы его полностью выключаем из USB и потом смотрим, как долго. Потому что есть горячий старт, есть холодный. Чем отличается горячий старт? Смотри, показываю сюда. Чем отличается горячий старт, если я выключил двигатель, смотрите, и вышел, и машина выключилась, то у меня, например, в Линкольне не гасится USB. То есть он не гасится, он в минимальном энергопотреблении 5 Вт час, что в принципе аккумулятор разрядит примерно за никогда. Мы в принципе можем таким образом работать. И когда я сел в машину и завел машину, то горячий старт у меня будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Смотрите, то есть подключается, вот смотрите, Android Auto, и он заводится, он уже все завелся, все. И пошла музыка проигрываться. Удобно. Но что такое холодный старт? Если, допустим, полностью гаснет USB, мы сейчас выткнули, то есть устройство полностью погасло, включаем и смотрим, сколько он на холодном старте будет загружаться. Потому что холодный старт конкретно зависит только от вот этой штуки. Слушайте, очень прикольно. Вообще, ну вы же уже подписались на нас, нажали колокольчик, я ж надеюсь, да, там, потому что мы такие штуки для вас снимаем. Ждем. Холодный старт обычно занимает от 20 до 40 секунд на разного типа... Слушай, это было быстро. Да. Это было действительно быстро. Это было действительно быстро на холодном старте. Вообще отлично. То есть я вот могу уже сейчас остановить это все дело. А ну, подожди, смотри, как переключается все, да? А ну,
Блин, ну классно, слушай, ну вообще отлично. Уведомления, все отлично. Смотри, о, Торсерв Матрикс. То где б я еще спалился с этим Торсервом Матриксом. Набор, что у нас тут еще есть? Сигналы, скайпы, VLC, Waze. О, у меня Waze есть, кстати. Да. В общем-то, в настройках. А давайте в настройки полезем и посмотрим. Настройки абсолютно стандартные. Вот, пожалуйста, когда ты нажимаешь на настройки, настройки абсолютно стандартные. Ты можешь включать, выключать приложения, которые здесь есть. Это панели запуска. И здесь в самих настройках, которые здесь есть, это уведомления, показывать первую строку уведомлений, то есть можно прочитать, запускать Android Auto автоматически, вот, пожалуйста. И, пожалуйста, что у нас тут еще есть? Автоматически музыку. Да, кстати, запускать автоматически музыку. Фоновый рисунок Android Auto. Дневной, ночной режим карт. И можно немножечко изменить вид, потому что, например, мультимедиа ближе к водителю или навигация ближе к водителю. То есть оно просто переключит расположение для праворульных и леворульных машин. Больше здесь ничего такого нет. Есть настройки автомобиля, можно включить настройки для электромобиля в картах, оно будет показывать, где вы можете привязать свой шнурок для того, чтобы там мирно поспать пару часов. Поэтому, ребят, я вот эту штуку рекомендую, вот именно вот эту вот. Очень дешево, то, что я раньше показывал, оно стоит на порядок дороже, в разы дороже, и зачастую оно даже тормознуть. И я был удивлен, что эта штука, я ее оставляю себе, буду использовать на постоянной основе. А с вами был Бабл на канале Технозон, пока.